Рада приветствовать всех моих подписчиков и новых зрителей. Давайте оставим ненадолго розы, петунии и черенки гортензий, а поговорим сегодня про хвойные в саду. Совсем скоро, каких-то 1,5 месяца, и начнут уже открываться питомники. Быстро время пролетело, да? И садовые центры. И нам надо до теплых майских дней успеть высадить вечно зеленых красавцев и красавиц. Летом, конечно же, тоже можно сажать хвойные, но только в контейнерах. Выбирать надо не жаркие и желательно дождливые дни, а в марте, апреле сажаем смело и с комом земли, и в контейнерах. Пока солнышко не пересушило землю и температура воздуха нам позволяет. Расскажу сегодня, пожалуй, про самую мою любимую карликовую ель, подушковидную нидиформис. Она, кстати, и тенелюбивая. Не забудьте поставить лайк и подписаться. YouTube учитывает активность на канале для показа другим при поиске. А я скажу, что гнездовидная ель нидиформис подходит для очень плотных вечнозеленых изгородей, что иногда очень нам надо. Из нее легко выстригать топиарные формы. И если вы экспериментатор и что-то такое себе придумали, веточки у нее небольшие и очень плотно расположенные. Еще из нидиформис создают непроходимые изгороди. И даже еловые заросли можно сделать, если у вас есть такие места в саду. Позапрошлогодней весной я купила 2 саженца с разницей в возрасте в 1 год, побольше и поменьше, чтобы посмотреть, как им на моем участке понравится и впишутся ли они все в мои задумки, о которых у меня много-много. Скажу сразу совет один. Просите в питомнике показывать вам понравившиеся растения в более взрослом возрасте, чтобы вы могли сравнить. А еще лучше, если оно у них растет в открытом грунте, подойти и посмотреть. Бывают демонстрационные сады в питомниках. Скажу сразу, что маленькие садовые центры – это не лучшее место для покупок хвойных. Там часто перепродают растения из более крупных центров или питомников, рассадников. Ищите питомники, у которых есть свои поля для выращивания. Еще лучше, если выбирать растения с комом, можно прямо с поля. Есть и такие. Мне повезло. В питомнике, где я беру почти все свои хвойные, в выставочном саду рос 12-летний нидиформис. Я подошла, все посмотрела, и, честно говоря, на мой изумленный взгляд, менеджер Люба, тоже мой любимый менеджер, мне ответила: это мы его еще пристригаем. Представьте, какой он. Огромный, выше пояса еловый куст впечатлил. По сравнению с той колючей веточкой, которая стояла рядом в контейнере. Часто мы просто проходим мимо таких растений. И я бы прошла, если бы не увидела вот этот огромный нидиформис. Потенциал ели я оценила, конечно же. В голове сразу у меня появилось планов громадье. Вот это масштабы! Хвоя у нидиформис ярко-зеленая. Весной он особенно хорош. Еловые мягкие лапки очень приятно трогать. Они почти не колючие. Ну, когда молодые, у всех елочек они почти не колючие. Вот это мой первый посаженный нидиформис весной. Снимала для Инстаграма. Показал так себя. Шишек я еще не видела. Какие будут, может быть, этой весной. Полюбуемся. По характеристикам ель нидиформис в высоту 1,20 м и 2,5 в ширину до 3 метров. Но при хороших условиях и при вашей заботе
он может превзойти эти размеры. Поэтому учитывайте обязательно при посадке. В крайнем случае, если ваш очень большой вырастет, его легко сформировать стрижкой. Я тоже так буду делать, если он уже видно, что будет больше. К почве нидиформис не требователен. У нас на участке суглинок. Отвечу сразу на многие вопросы. Почему мои хвойные быстро растут? Не знаю, почему быстро. Я использую удобрения только для хвойных. Там много калия, магния, железа, фосфора. И обязательно немного серы надо, чтобы было. Ищите такие удобрения. А еще в посадочную яму для всех хвойных, для туй, пихт, особенно для гортензий, азалий, рододендронов, я добавляю хвойный опад, чтобы подкислить почву. Хорошо, у нас вокруг леса, и стоит лишь выйти за участок и набрать мешок другой для любой посадки и для мульчирования. Если у вас негде взять хвойный опад, используйте для посадок грунт для хвойных. Он сбалансированный, и там все нужное есть. В общем, посмотрела я летом на свои пару кустиков ели нидиформис и задумала себе посадить целую аллейную посадку в шахматном порядке с гортензиями. Через несколько лет кусты моих гортензий поднимутся, хотя 5 из них уже выше меня. И как раз нидиформисы закроют им ноги, потому что зимой как-то не очень приятно смотреть на голые стволы гортензий, а на зеленые хвойные шары будет ой как красиво, да? Вот как это выглядит у меня сейчас прямо. Малыши еще, конечно, по сравнению с теми, что на картинках из интернета. Посмотрим, как они будут себя показывать в дальнейшем. Подходит эта ель и для ракариев, и на каменистых горках. Красиво будет на подпорных стенках. Она как бы удлинит, зеленый забор сделает. И солитером, представьте, если разрастется где-то на газоне, такая красота. 3-метровый в ширину куст. Ого! Он не круглый, а немножко как приплюснутый шар. Знаете еще что? Хорошо, что она теневынослива, тенелюбива. Где для всех растений набрать нам солнечных мест? У меня, например, розы заняли все вакантные места. Я посадила эту тень под навесом террасы. Ну, часть у нас террасы уже построена, часть будет. По видео видно, там труба, там бетон. И солнышко получают растения только полдня. У нидиформис одна проблема. Зимой при избытке снега середина может ломаться. Получится у вас бублик, а не подушка. Отряхивать зимой надо снег. Убирать из середины. А так никаких проблем. Ну что, убедила я вас, что нидиформис нужно сажать. Присмотритесь к этому растению, я думаю, вы не пожалеете. А пока до встречи в моем саду. И не забудьте поставить лайк.